Теперь ситуация под контролем. Я в машине скорой помощи. На мне колючий плед, но меня все равно бьет дрожь. Мы выезжаем на трассу и мчимся в больницу. Я безотрывно смотрю на желтую разделительную линию и начинаю вспоминать. Когда я встретила Эндрю, я будто нашла недостающую часть себя. Мы понимали друг друга с полуслова. Он мог начать фразу, а я закончить. И наоборот. Когда мы молчали, связь становилась глубже и честнее. И тогда наши чувства звучали даже громче признаний в любви. Прежде чем я продолжу эту историю, важно сказать, что сама я никогда не употребляла. Я даже толком не знала названий всех этих веществ. Но мой парень Эндрю оказался наркоманом. Он сказал мне об этом еще в самом начале отношений и добавил: «Сейчас это уже перевернутая страница, все осталось в прошлом». И все 1,5 года, что мы провели вместе, он был абсолютно чист. А потом настал тот самый день. Это случилось в начале лета. Установилась теплая погода, было ярко, солнечно, радостно. На выходных мы с Эндрю поехали в соседний городок, чтобы проведать его друзей. Встречались, болтали, зависали в парке и торговых центрах. К исходу дня мы остались втроем. Я, Эндрю и его друг Крис. Опускался вечер. Мы все немного устали, поэтому решили возвращаться домой. Крис жил в этом же городе и предложил перекусить в кафе рядом с его домом. По пути мы заехали в магазин, так как у парней закончились сигареты. Они ушли, а я осталась ждать в машине. Их не было долго, слишком долго. Вернулись они необычайно бодрыми, полными сил, много шутили. Усталость как рукой сняло. И тогда меня кольнула мысль, что-то не так. Я ее тут же прогнала. На парковке кафе почти не было машин, поэтому мы подъехали к самому входу. Пока ждали заказ, парни отлучились в туалет. Когда они вернулись, Эндрю сел напротив меня, не рядом, как обычно. И я всем своим существом поняла, это не он, это не тот человек, которого я знала. Он двигался иначе. Взгляд был чужим, голос звучал по-другому. Мне было одновременно интересно и страшно за ним наблюдать. Сначала его взгляд был блуждающим, потом он подолгу фиксировался на чем-то, это пугало до чертиков. Особенно страшно было, когда он смотрел прямо сквозь меня. Они с Крисом вяло перебрасывались фразами о какой-то ерунде, а я была так испугана, что не решалась заговорить. И вот минут 10 спустя в этом незнакомце снова проявился Эндрю. Он посмотрел на меня, широко улыбнулся и подмигнул. А буквально через секунду он обмяк и повалился на стол. Я соскочила со своего места, и когда мы с Крисом подняли его, я увидела, что у Эндрю посинели губы. Я наклонилась к его лицу, дыхание было прерывистым, с паузами. Пульс частый. Я взяла со стола стакан с холодной водой и плеснула ему в лицо. Пошлепала по щекам, но он не приходил в себя. Начала паниковать. «Крис, я не понимаю, что с ним, надо вызывать скорую». На что он мне ответил: «Не кипиши, чувак просто перегрелся на солнышке, ему нужен свежий воздух, помоги». И он подхватил Эндрю с одной стороны, и я с другой, и мы поволокли его к машине. Сели в автомобиль. Я с Эндрю на заднем сидении, Крис за рулем. Он тоже неважно себя чувствовал, часто сглатывал, футболка от пота прилипла к спине. На улице уже стемнело. Мы поехали. Крис опустил стекла, и в салон ворвался прохладный вечерний воздух. Я была полностью сосредоточена на состоянии Эндрю. Проехав примерно 15 километров от города, заметила, что его дыхание стало поверхностным, а пульс слабым. «Куда мы едем?» – спросила я. «Понятия не имею, просто едем», – ответил Крис. Я взбесилась. «Ты совсем рехнулся, он не приходит в сознание, мы должны ехать в больницу». Моя первая мысль оказалась правильной, здесь замешаны вещества, и Крис ни за что не будет связываться с больницами. Впереди появились неоновые огни заправки, и я крикнула Крису остановиться там немедленно. На удивление он не стал спорить.
Свернул на парковку и остановил автомобиль под фонарем. Он вышел из машины, и уже через несколько шагов его вырвало. Я тут же позвонила в 911 и объяснила, где мы находимся. Вызов приняли. В свете фонаря лицо Эндрю было серым. Я не могла понять, дышит он или нет. Из-за волнения сердце грохотало в голове, оглушая меня. Я заставила себя дышать глубже, чтобы сосредоточиться и что-то придумать. Я не знала, что мне следует делать. Откуда мне было знать? У Эндрю прощупывался пульс, пусть и слабый, значит, сердце билось. Если нет дыхания, нужно делать искусственное дыхание. Учитывая, что я весила всего 50 килограммов, я даже не рассматривала попытку самостоятельно вытащить его из машины на асфальт. Я высунулась из салона через окно и прокричала Крису: «Эндрю не дышит, вытащи его!» Он открыл дверцу, встал на колено, обхватил Эндрю и стал его вытягивать. В какой-то момент Эндрю вывалился прямо на Криса. В салоне оставались только ноги. Я освободила их, и Крис продолжил тянуть. И вот ботинки глухо ударились об асфальт. Теперь Эндрю лежал на спине. Я начала делать дыхание рот в рот. Его губы были пугающе холодными. На моем выдохе у него поднималась грудная клетка. Сам он так и не дышал. Вдруг его тело резко дернулось. Рот открылся, и из горла вырвался глухой звук. Я догадалась, что его тошнит, и перевернула на бок, чтобы рвота не попала в дыхательные пути. Подумала, что это хороший знак, его организм отторгает отраву, значит, должно полегчать. Крис сидел на асфальте, прислонившись спиной к переднему колесу. Глаза закрыты. Вид у него был уставший, пот градом катился по лицу. Он тяжело дышал, как будто только что пробежал марафон. Я спросила, что за дрянь они приняли, не особо рассчитывая услышать ответ. Он выдержал паузу, собираясь силами, и, наконец, сказал: «Сначала мед, потом героин». Эндрю лежал на боку, и его периодически рвало. Я держала его голову. Больше я ничего не могла сделать. Он не приходил в сознание. Чувство беспомощности давило. Скорая не приезжала. Время остановилось. Я почувствовала, что мы отделяемся от земли и улетаем в темноту. Было жутко холодно, одиноко и безнадежно. Только фонарь связывал нас с реальностью. Под его светом этот кусок парковки стал сценой, где происходило что-то фатальное. Наконец, сквозь бой собственного сердца я услышала сирену скорой. Это вывело меня из оцепенения. Едва парамедики вышли из машины, как я выпалила им все, что знала, что он принял и когда. Они действовали четко, короткие команды, никакой паники. Эндрю ввели какой-то препарат, что-то вроде противоядия. Один раз эффекта нет, второй раз тоже. Я ждала, что он вздрогнет, откроет глаза, вдохнет. Но ничего не произошло. Эндрю погрузили на носилки. Один из медиков подошел к Крису и задал несколько вопросов. Крис махнул рукой. Он отказался от госпитализации. Я старалась внушить себе, что теперь ситуация под контролем. Вот мы уже несемся в больницу на перегонки с желтой линией дороги. Я впадаю в забытье. Следующее, что я помню, приемное отделение. Ослепительно белый свет, запах антисептика. Мне дали воды и начали опрашивать. Когда он потерял сознание, сколько времени не дышал, были ли хронические заболевания. Я отвечала почти автоматически. Наконец вышел доктор и озвучил диагноз. Разрыв аневризмы, кровоизлияние в мозг. Компьютерная томография показала сильные повреждения тканей мозга. Операция бесполезна. Они сделали все возможное. Сейчас Эндрю подключен к аппаратам. Утром диагноз должны подтвердить второй врач и нейрохирург, после чего аппараты будут отключены. «Вы все делали правильно, это не ваша вина», – добавил он.
Вероятно, я была в ступоре и не смогла это принять. Мне дали таблетку успокоительного и сказали, что я могу подождать до утра в специальной комнате. Там был диванчик, и я свернулась на нем клубком. Мне хотелось сжаться до точки, исчезнуть, чтобы вырваться из этого кошмара. Ночью я то проваливалась в сон, то снова пробуждалась, отказываясь верить в происходящее. В глубине сознания родилась мысль, а вдруг врач ошибся? Я ухватилась за нее, как за спасательный круг. Утром пришли нейрохирург и еще один врач. Диагноз подтвердили. Чудо не случилось. Мне разрешили войти в палату. Эндрю был неузнаваем. Сильные отеки, особенно на лице. Отключили ИВЛ. Его грудная клетка опустилась и больше не поднялась. Но его дыхание все еще звучало в моей голове. В течение нескольких минут я видела на мониторе зеленые зубцы, а потом линия выпрямилась. Я взяла его за руки. Они были теплыми. Казалось, что если я буду держать его за руки, сжимать их сильно-сильно, мне удастся удержать это тепло. Но нет, это было напрасно. Остатки его энергии утекали, словно песок сквозь пальцы. Постепенно его ладони стали холодными, неприятными, чужими. А потом стало тихо. Мой ум отключился. Я просто приняла это. Эндрю больше нет. Передо мной лишь неподвижная, бессмысленная оболочка. За окном расцветало лето. День обещал быть таким же теплым, как вчера.